Я знаю очень многих людей, которые просто поливают обычной водой орхидею, у них стоят они на подоконнике, и они говорят, что у них все хорошо и замечательно, и орхидеи у них цветут. Но когда я задаю вопрос, а сколько же цветочков орхидея дала, то они отвечают 2, 3, иногда 4. И если это первое цветение орхидеи, то да, это нормально. Но когда на протяжении многих лет орхидея цветет на 2, 3, а то 4 цветочка и не более, то я считаю, что это неправильно. Итак, добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Кто-то будет возражать, что в природе орхидея, кроме дождя, не получает же ведь ничего. Дождь, свет, воздух, вода. Да, я соглашусь с ними, но вы видели эти орхидеи? Ведь они же очень такие бедные, несчастные. Посмотрите, полистайте, как выглядят орхидеи в природе. Конечно, так выглядят орхидеи бедно не везде. Некоторые попадают в какие-то благоприятные условия, и есть у них какое-то дополнительное питание от тех же птичек, зверьков, хомячков, там кто там бегает, насекомых и т.д. и т.п. Но в принципе, я думаю, что у каждого орхолюбителя рано или поздно встает вопрос, чем же подкормить орхидею. Итак, зрительница Любовь месяц назад под видео, которое называется «Углубленная посадка орхидей фаленопсис», оставила вопрос, на который я и хочу сегодня дать ответ. Хотелось бы узнать о том, чем вы подкармливаете. И вот сегодня я и хочу немножко рассказать, чем, когда, какими препаратами я пользуюсь и чем я подкармливаю свои орхидеи. И прежде чем начать рассказывать, чем я подкармливаю, я хочу поделиться своими наблюдениями. Я заметил, что орхидеи очень такие, скажем, инертные растения, что подкормку, допустим, мы даем сегодня, а результат мы, как на других растениях, которые более быстро растут, мы видим обычно там на второй, третий, четвертый день, то у орхидей иногда результаты мы видим не то, что через неделю, а бывает и через 2, и 2,5, и 3. И поэтому в этом моменте я прошу вас, наберитесь терпения. И обязательно внимательно прочитайте инструкцию, которую производитель обязательно указывает на упаковке. Итак, в большинстве случаев, какое-то количество, в данном случае колпачок подкормки, растворить в литре воды и поливать растения 2 раза в месяц методом погружения вазона в раствор с удобрением на 10-20 минут. Потом раствор обязательно слить. Или, допустим, как в другом случае, вот давайте сейчас я другое найду. Удобрения. Здесь вот смотрите, прямо нарисованы. Здесь есть как корневая подкормка, так и подкормка по листу. Обязательно указывается, какое количество нужно брать препарата. В большинстве случаев указывают, что вода должна быть не хлорированная. И если это корневая подкормка, то на какое количество времени и сколько раз нужно делать это погружение. Имеется в виду раз в месяц. И вот в этом моменте наступает но. Но если мы будем использовать вот именно такое количество, которое указывает производитель, рано или поздно у нас на растениях, на корнях начинают выступать очень сильно соли, которые со временем начинают убивать корни наших орхидей. И я вышел из этой ситуации следующим способом. Я купил солимер и пользуюсь обязательно перед тем, как растения поливать, то обязательно проверяю количество ppm
в воде, которой я поливаю растения. И да, я раньше чаще делал поливы орхидей способом замачивания, то сейчас, когда я имею в виду с удобрением, то сейчас я больше удобряю по листу. И здесь я придерживаюсь следующих параметров. Если это растение маленькое, молодое, совсем только-только, которое вытащили из фласки, или небольшой подросток, который еще в размере, допустим, 1,7, то количество ppm я делаю 200, но 250 максимум. Если же это уже более больший подросток в размере 2,5, 3 или уже пересаженный там в горшок в 6, в 9, то здесь я увеличиваю там количество ppm до 400-500. И когда уже взрослое растение, я могу и оставить 600-650 ppm. Хотя на упаковке указано определенное количество, то, как правило, вымеряя эти ppm, то примерно вдвое, а бывает по некоторым удобрениям и втрое, я уменьшаю дозу. И так как я уменьшаю дозу, то частоту я увеличиваю не 2 раза в месяц, а я могу обработать 3-4 раза в месяц, имеется в виду по листу. Здесь хочу сделать небольшую ремарочку. Соли, конечно же, не пропадут, но если при дозах, которые написаны на упаковке, соли выступят на корнях уже через полгода, то в моем случае соли выступают больше, чем через год. Там год и 2 месяца, 1,5 и более. И то, как я борюсь с солями, есть на канале видео, я ссылочку оставлю под видео. Вообще на тему удобрения можно разговаривать очень долго, но давайте я лучше на практике покажу, какие орхидеи, чем я удобряю. И начнем мы с самых маленьких малышей, которых я совсем недавно вытащил из фласки. И таких малышей я пока не первое удобрение, которым, ну скажем так, это не удобрение. А первый, чем я обрабатываю таких малышей, это, сейчас я ее найду, где же она делась, где-то же она, вот, это обычная янтарная кислота. Видео про то, как я обрабатываю именно янтарной кислотой, вышло ровно год назад, по-моему, 17 июня 2023 года. И я так и продолжаю первую обработку малышей делать именно янтарной кислотой. И когда у малышей все хорошо, все нормально, они начали расти, вот вы видите, здесь вот уже у них начали расти отлично листочки, корешки у некоторых пошли в мох, так как мох у меня постоянно практически влажный, то тут уже удобрять я буду удобрением, в котором превышает количество азота. Я сейчас не говорю, что именно этим. Я вам просто хочу довести до вас смысл, что вот удобрение, которое 30-10-10, азота 30, 10 калия, 10 фосфора, то есть азота больше, вот таким удобрением я буду удобрять. Вот, кстати, новое, которое я начал использовать буквально 2 недели назад. И здесь вот сейчас неудобно на весу мне так и снимать, и смотреть. Сейчас я поставлю и попробую увеличить. Итак, значит, здесь у нас получается азота, азот. Итак, у нас здесь азота 45%, фосфора 10% и калия 15%. Ну, понятно, что есть витамины и все остальное.
Так вот, что я хочу сказать, что не обязательно вот название, производитель там, чтобы именно такой был. У всех производителей есть разные удобрения, у которых НПК в ту или в другую сторону больше или меньше. И я, получается, на производителе не заморачиваюсь. Я заморачиваюсь именно на наличии НПК. Вот, например, вот такое растение подросток, которое уже хорошо прижилось в новой посадке, пустило корни, пускает новый листочек, хорошо развивается. Уже такое растение я буду удобрять, ну, например, или вот таким вот универсальным удобрением, где НПК 20-20-20. Универсальное потому и что одинаковое количество азота, фосфора, калия, потому и называют универсальное. Или, например, вот сейчас я найду где-то вот такое, допустим, удобрение, где оно будет чуть-чуть не универсальное, но азота здесь будет 6%, фосфора 3%, а калия 8%. То есть больше азота и калия, так как азот дает рост зеленой массы, а калий закладывает здоровье и корневую систему. Фосфор мы знаем, что закладывает бутонизацию цветы. Так вот, фосфора здесь самое меньше. И такое растение вот я буду удобрять именно такими удобрениями. Хочу сразу сказать, что если что-то я доношу непонятно, сразу же задавайте вопросы. Кстати, такими вот удобрениями я буду удобрять и вот такую орхидею, которая была в том видео, под которым зрительница Любовь оставила комментарий. Я думаю, вы помните это растение. Вот оно отцвело, оно отдохнуло. И вот такое растение я тоже буду поливать, удобрять точнее, вот такими двумя удобрениями. Кстати, вот еще вариант. Такими же удобрениями я буду удобрять орхидею, которая больше месяца назад, я не помню, наверное, 2 месяца назад была пересажена в новую посадку. Здесь она уже прижилась, и корешки начали давать рост. И вот как только корешки начали давать рост, я не помню, по-моему, если я не начал ее еще удобрять, то обязательно сегодня-завтра я буду удобрять эту орхидею. Вот смотрите, листик, видите, с левой стороны он такой глянцевый, блестит. То есть рост идет и корешков, и листочка. И этой орхидее нужно удобрение универсальное 20-20-20, или вот как мы только что посмотрели, где фосфора и калия, азота и калия немножко больше и фосфора меньше. И вот когда растение достигает, вот смотрите, такой корневой системы, листочек продолжает у него расти. И сейчас где-то я видел на этом растении, сейчас поищем. Ага, вот смотрите. И вот когда растение начинает выдавать маленький, вот смотрите, цветоносик, я думаю, вы увидели, да? Вот, только начал он показываться. То здесь, в этом моменте удобрения я начинаю менять. И перехожу на удобрение, у которого НПК немножко отличается. Сейчас давайте я найду это удобрение. И вот в этом удобрении НПК у нас, значит, азота 1%, фосфора 1,6%, калия 2,3%. То есть у нас уже азота мы уменьшаем, увеличивается у нас фосфор, а фосфор это закладка будущих цветов.
И калий еще тоже он отвечает как и за цветение, так как я говорил и раньше, и за корневую систему. Или вот, например, с таким вот составом удобрения, значит, здесь вот НПК у нас получается 9, фосфор, 9 азот, 11 фосфор и 14 калий. Еще раз хочу отметить, что я никогда не заморачиваюсь на производителях. Я всегда стараюсь выбирать именно состав НПК. Поэтому не обязательно брать вот именно удобрения с каким-то названием. Потому что в одной и той же линейке какого-то производителя может быть НПК разная. Поэтому обязательно смотрите, переворачивайте назад, не назад, а с обратной стороны упаковку и смотрите, производитель там все указывает. Итак, когда у нас цветоносы уже выросли и получается вот такая вот пошла бутонизация. Хотя стоп, наверное, нужно было показать что-то среднее. Да, вот такую орхидею, смотрите, когда цветонос еще растет, но он еще полностью не вырос, но он уже достаточно большой, бутонизация еще не началась. Вот, смотрите, у этой орхидеи корневая, смотрите, развивается неплохо, много раскукленных новых молоденьких корешков, новый листочек уже большой такой, и вот еще, смотрите, почечку на срезанном цветоносе, возможно он, ну почка набухшая, что там будет, то ли цветонос, то ли детка, мы посмотрим чуть-чуть позже, но ее вот сильно распирает, не могу фокус поймать. И вот до такого состояния я еще обрызгиваю вот такими двумя, как я вам показал, последними удобрениями с таким НПК. И до момента, когда у нас уже вот цветы начинают бутонизироваться, вот смотрите, эта орхидейка первый раз будет цвести. Тоже участница того видео, под которым зрительница Любовь задала вопрос. Вот какая шикарная корневая, отличные молодые листочки. И вот первое цветение будет 4 цветочка, уже будет точно, может быть больше. Или вот такая орхидея, у которой детка выросла прямо из точки роста. И этой детке буквально полгода. И вот через полгода она решила зацвести. И будет 100% вот 3, возможно еще и 4 будет бутончик. Вот сейчас я вам покажу, что это детка. Смотрите. Прямо из точки роста. Вот выросла детка такая замечательная. Я про эту орхидею много видео уже есть на канале. Так вот, когда с момента цветонос, как я вам показал вот только что, вырос был большой, и до момента, когда бутоны вот в таком состоянии, я начинаю удобрять. Опять же напомню по листу удобрением, где НПК у нас будет с фосфором больше, чем азота и калия. Вот, например, такое вот удобрение, где азота у нас 1,5%, фосфора 4 и калия 2,5. То есть фосфор у нас отвечает именно за бутоны. Ну, понятно, что и калий тоже частично, но именно фосфор большую часть ответственность несет у нас фосфор. И поэтому здесь будет удобрение, где фосфора будет больше, калия меньше и азота само меньше. Ну вот, в принципе, по всем этапам я прошелся. И хочу сказать, что когда орхидея уже зацветает, и когда у нее распустился уже первый бутон, то всякие удобрения я прекращаю. Был момент, когда я экспериментировал
почему экспериментировал, и я имею в виду с цветущими орхидеями. Я когда-то приобрел вот такое вот удобрение, листовая подкормка для цветущих комнатных растений. Значит, здесь производитель указывает, что можно удобрять таким удобрением по листу орхидеи, когда они цветут. Главное, чтобы не попадало это удобрение на бутоны и на цветы. Но как-то не получается у меня постоянно пользоваться ним. И я хочу по поводу этого удобрения сказать, что если вы не удобряли до того, как у вас растение расцвело, то уже после, и даже если вы обработаете только по листу, не попадая на цветы, у вас, скорее всего, что цветение прекратится. Был у меня горький опыт, наверное, больше года назад, когда я так сделал. Был момент, когда 9 месяцев я вообще не удобрял свои орхидеи, и препараты, которыми я пользовался в тот момент, были только два таких вот: Фитодоктор и Триходермин. Это биопрепараты, которые больше направлены на здоровье орхидей. Ну, грубо говоря, это как прививки. Вот человек делает от всяких болезней, так и это. Хотя при поливе, когда мы замачиваем орхидеи, и эти бактерии и грибки начинают свою жизнедеятельность в посадке, так вот, орхидеи очень хорошо усваивает продукты жизнедеятельности этих грибков и бактерий, и тем самым питается, а также и это приносит и здоровье орхидеи. Ну, в общем, об этом, чем удобрять орхидеи, можно разговаривать не то что часами, а днями, неделями. Я думаю, я достаточно раскрыл тему, чем удобряю я. Если вам понравилось, я думаю, что вы, конечно же, оставите лайки. Если кто-то со мной в чем-то не согласен, прошу написать комментарий в чем. Ну и, конечно же, если вы в комментариях поделитесь, как удобряете вы, то мне будет это тоже интересно. Ну, а на сегодня, пожалуй, и все. Будем мы потихонечку, наверное, заканчивать. Буду прощаться с вами до следующего видео. Приходите на канал Орхидеи дома. И на сегодня всем хочу сказать пока.